Привет всем! Продолжаю собирать электровелосипед. Аккумулятор я уже сделал готовый. В прошлом видео я его показывал, как делал. Можете посмотреть. Сейчас будем ставить заднее колесо. Прикол в том, что ничего нигде не лепится, не подходит. Хотя все везде, все детали совместимы. Начинаешь ставить. Везде что-то надо подложить шайбочку, где-то подточить. То есть какой узел не возьми, нигде ничего не совпадает. Самое печальное, что задний тормоз нормально не становится. Нужно делать какие-то самодельные проставки, потому что суппорт с диском, он не совмещается вообще никак. Сейчас я покажу, что там получилось. Сначала поставим колесо, а потом займемся тормозами. И так любую деталь не возьми, все везде надо будет подтачивать. Вот что у нас выходит с задним маятником. Вот у нас вот эти пластинки усиления, которые вот они прикручены. Чтобы колесо становилось четко по центру, они должны стоять с внутренней стороны. Вот как с этой стороны я поставил, снутри. Но если эту ставить с внутренней стороны, получается провод, вот этот, он прижимается к диску, колесо не крутится, то есть провод мешает. Переставил наружу его, сюда вот одел две шайбочки. Когда две шайбочки, то есть можно будет провод отогнуть, колесо крутится. То есть одна с внутренней стороны становится, другая с наружной. Колесо я собрал, нашел резину на 24 дюйма, вот такая вот под электровелосипеды. Очень редкая резина, хрен найдешь. Поэтому мой совет, я сглупил, изначально взял 24 дюйма велосипедный обод, он мощный, качественный, но сложно подобрать шину. Если ставить обычную от велосипеда, она просто будет быстро стираться, она не рассчитана под такую нагрузку. Поэтому с самого начала просто берите обода с мопеда, либо с мотоцикла под резину, которая идет для мотороллеров, для мопедов, то есть вы уже по диаметру смотрите. Резины такой валом, и она имеет большую жесткость, чем на велике, то есть она там состав имеет другой. И большой выбор, то есть можете там с шипами взять, можете гладкую такую от мотороллеров, то есть выбор большой. А велосипедная резина, она сильно мягкая для тяжелых электровелосипедов, быстро изнашивается, ненадежная. Я нашел вот такой вариант на 24 дюйма и ширина 3 дюйма. Вот она идет такая, прочный состав специально для электровелосипедов. Но такую резину, я думаю, может в крупных городах есть, но где-то в поселке хрен найдешь. Ну а на мопед, я думаю, вообще не проблема купить резину. В общем так. И дальше вот, будем ставить звездочки сюда. Кассету купил. У продавца указано в Китае, где я мотор покупал, что здесь под 7 звезд. Купил кассету на 7 звезд. Ставлю. Не подходит. Остается люфт. Хорошо, мне продавец кассеты потом дал вот такую проставочку. То есть сюда надо ставить на 8 звезд. 35 миллиметров длина барабана на 8 звезд. Я 8 уже не стал ставить, потому что они мне особо не нужны. Вот, проставочку поставлю, и кассета станет сюда. Так, снимаем обойму, вот эту вынимаем. Сначала ставим проставочку. Вот. Потом смотрим по шлицам. Где-то тут есть маленький, вот маленький шлиц. И тут он тоже есть. Вот он. Надеваем. Потом звезда, которая побольше. Также самый маленький шлиц. Одели. Потом маленькая звезда. Одели и затягиваем. Вот, добавили толщину и можно ставить. А сюда мы ставим две родные. Вот с этой стороны. Раз и два.
Гайки разные с двух сторон. С этой стороны больше гайка идет. То есть резьба здесь крупнее. Вот. А с другой стороны поменьше резьба идет. И шайбочка еще осталась, тоже оденем. Хотя тут и места для шайбы нету, будем без шайбы ставить, так как и так резьба не торчит. И вот здесь внизу ось еще стягивается вот этим усилителем и снизу зажимается, так как крутящий момент, когда колесо вращается, оно отталкивается от оси. Когда в обычном велосипеде, то вы цепью крутящий момент вращаете колесо, то здесь колесо будет отталкиваться от ротора внутреннего. И получается вот эта вся нагрузка будет на вот этот узел ось и где она зажата. Поэтому здесь стоят такие вот усиления. Вот так вот мы его затягиваем тоже с двух сторон. Потому что, во-первых, когда вы едете, момент возникает в одну сторону, ось вращает, ну то есть она жестко закреплена, но нагрузка в одну сторону. Когда вы тормозите, идет рекуперация в обратную сторону, то есть этот узел, он в две стороны туда-сюда может разбиваться, поэтому он должен быть затянут очень сильно. Вот, поэтому еще сделали вот такие вот дополнительные стяжки, чтобы не было никакого люфта на оси. Вот у меня задний тормоз гидравлический и с концевиком для контроллера мотор колеса. То есть, когда мы будем тормозить, будет включаться рекуперация и отключаться подача напряжения на мотор. То есть мотор отключается, включается рекуперация. То есть надо ручка вот такая вот с концевичком. Тормоз гидравлический. Здесь масло минеральное внутри. Вот сам суппорт, и будем его ставить. И прикол в том, что тут у меня получается, чтобы не разбирать суппорт, его вот сюда нужно продеть. То есть нужно будет опять вот эту часть снять, разобрать. Здесь мы на руль одеваем, потом затянем, уже будем смотреть по положению. Вот сюда не пролазит суппорт. Поэтому я сейчас разберу вот эту верхнюю часть, приподниму и просуну суппорт. Дальше у нас суппорт вот сюда продевается. Здесь на крышках пластиковых есть специальное отверстие, как раз для трубок и для проводов. Вот здесь оно будет проходить. А здесь у нас вот большое отверстие, сюда мы продеваем под низом. Есть еще дырочка, но тоже надо будет суппорт разбирать, чтобы сюда продеть. Ну, я пока вот так сделаю. Вот он продевается через низ. Дальше вот здесь мы продеваем. Вот. Тут как раз будет свободный ход. Здесь придется ставить две проставки. Что я тут купил? Купил одну, думал сюда вообще без проставки ставить, потому что здесь крепление вот какое большое, а оказывается, что не хватает. То есть если бы оно было чуть сюда смещено, то можно под 203 диск ставить. Но так максимум, наверное, 180, 203 не подходит. У меня есть проставка под 203, и придется скрутить две проставки, чтобы оделся суппорт. То есть вот так соединяем и потом уже устанавливаем. Вот так это будет выглядеть. Ну, конечно, тупо две проставки использовать. Тут такие тоненькие части получается. Ну, посмотрим, как будет работать. Если что, потом переделаем. Ну, конечно, могли бы просто вот это крепление чуть дальше приводить. Просто они могли вот это крепление чуть дальше приварить. И тогда 203 диск становился без проблем. Но теперь приходится мудрить с проставочками. Ну, попробуем, выдержит, не выдержит. Сзади, чтобы суппорт установить, нужно использовать вот переходник, с двух частей состоит. Один под 203 диск и вторая еще проставочка. Потому что так не становится. Вот, одеваем на диск суппорт. Получается вот так. Ну, лишнее уязвимое место, вот эти два места, то есть самая тонкая деталь, как раз она уязвима. Ну, не знаю, выдержит, не выдержит, протестируем, проверим. Надеюсь, будет все нормально. Ну, вообще, изначально желание вот таком вот
в порядке собирать, через проставки нет никакого. Вот эту штуковину можно было приварить чуть дальше, и тогда бы оно все стало без всяких проставок и переходников. То есть они сделали под 160 диск. Хотя для такого тяжелого велика, ну, я думаю, надо было бы под 203 делать. Вот, налеплено черти шо. Не, ну оно стало, то есть диск как раз полностью колодки хватает. То есть стало оно как положено, но только через проставочки. И вот здесь крепления специальные. Снизу они идут вот для провода, я закрепил. А сверху вот для трубки. Так же самое оно тут хомутиками цепляется. Теперь будем делать крепление для аккумулятора, то есть его нужно зафиксировать. Он, конечно, отсюда никуда не денется, потому что он, во-первых, 14,5 килограмм. Он сюда становится как вкопанный, но я думаю, там на вибрации, на скачках каких-то, чтобы он не шатался, я его прижму. Я вот взял никелевую ленту, 15 миллиметров ширина, толщина 0,2 у меня остались. И я ими сделаю вот такие хомуты и притяну его к раме. То есть он сюда притянется. Здесь есть вот отверстие здесь. Здесь тоже пластинка вот такая. Закрепим за нее. И вот дырочки. То есть я с двух сторон закреплю, а тут сделаю какую-то систему, чтобы натянуть ее, притянуть вот этими лентами к раме аккумулятора. Здесь проклею уплотнители, чтобы оно мягенько соприкасалось. Аккумулятор идет в пластиковом корпусе, то есть я вокруг обвернул его в пластик. То есть я вырезал. То есть оно будет упираться не самими ячейками, аккумуляторами, а пластик распределить нагрузку, думаю, равномерно. Тут упрется и тут упрется. Еще я взял, вот у меня термоусадка, она отлично одевается на ленту, ну, чтобы мягче было. То есть я одену для изоляции. Болтик, шайба. Здесь я в 2 слоя ленту завернул, чтобы понадежнее было. И спаял вместе. Оловом спаял, чтобы как раз в месте крепления то нагрузка распределялась равномернее, будет понадежнее держаться. И вторая лента так же самое. Я пока примеряю, тут еще, я думаю, тоже шайбочки проставлю. Потом уже, когда затягивать буду окончательно, сначала я просто примерю, чтобы сделать крепление со второй стороны. Зафиксировал аккумулятор, вот такой вот уголок поставил, прикрутил его, то есть сюда он не сдвинется, здесь натянута лента, то есть вверх он тоже не сдвинется. Получился рядом провод с уголком, я здесь между проводом и уголком термоклеем залил, ну, вообще по кругу залил, чтобы провода не шатались, не дребезжали и со временем не протерлись. То есть я зафиксировал их термоклеем. Ну, в принципе, все крепко держится. Даже на бок я наклонял его, то есть он даже не шатается. Зафиксирован хорошо. Болтик я лишний отрежу потом.